Всем привет-привет! Вы такие быстрые, капец. Но мне последним временем так нравится. Лучше пусть быстро будет заполняться лобби, нежели долго. Всем привет и хорошей игры. Чудо, привет-привет, спасибо, и тебе также. 1996 это год рождения? Да. Это будет легкая игра. Надеюсь, надеюсь. Я быстрее. Не успел, жаль. Ну ничего, на следующее лобби залетай. Я вообще удивлен, что вы так быстро залетели. Обычно как-то, ну, подольше собираются все. Блин, работа душит, позже не смогу. Надеюсь, следующую успею. Ну, посмотрим. Смотрим, как будет еще лобби залетать быстро. Кстати, ребят, мне сразу нужен ваш фидбэк. Как слышно меня, как слышно игру. Может, чуть тише сделать игру, может, чуть громче. Ну, так вот, короче. Давайте по берегу. Ну и так как уже все собрались, погнали. Всем удачного рандома. Игру тише и go. Ща. Вот так вот. Отлично. Привет всем, шахматисты. Привет, привет. Или еще тише игру сделать. Потому что я там настройки крутил, чтобы звук игры был, все такое. Поэтому давайте, мне фидбэк ваш нужен. Привет, привет, владелец. Музыку от игры тише сделай. Еще тише, ща. Сейчас, секундочку. Так, отлично. Привіт, друже. Файних каток. Дякую, дякую тобі. Ну, вроде все отлично. Я сейчас вот поправил, сделал минус 40 децибел на игру, и должно быть вообще шикарно. Сейчас, секундочку, чат прочитаю. То я даже предметы забыл взять. Ну, в принципе, предметы хорошие упали, мне нравится. Привет-привет, Гвард. Какой персонаж сильный в новом патче? Ну, антимаг остался, в принципе, более-менее таким же, такой же самый сильный. Теперь норм. Не, я знаю, что музыку в игре надо тише сделать, но я просто вот сейчас сделал на ВБС-ке. Сейчас отвечу по поводу персонажа. И насколько сейчас лучше слышно. Вот, мне это интересен момент. Если сейчас все прекрасно, типа крутить ничего не буду. Но если все-таки все плохо, то я покручу. Ну так что, надо, не надо? Что сделали с шаманами? Почему убрали цепь? Что за трындец? Так, ладно, сейчас ответите, короче, в чате по поводу моего вопроса. Я пока что отвечу на первый вопрос, который мне задали. По поводу, какой персонаж сильный в новом патче. Сильный остался персонаж, какой и был. В принципе, антимаг. Он остался, в принципе, таким же самым сильным. Но единственный момент, это то, что ему сделали нерв. У него теперь пассивная способность, она стала активной. Вот, и теперь, когда ему накидывают сайленс и все такое, то, соответственно, он сразу не может кастовать свою способность, пока не закончится эффект сайленса. Как только эффект сайленса закончится, то тогда, да, тогда уже начинается веселье. Так что вот. Марси, такая же самая сильная фигура, очень приятная, ну, добавить особо даже по ней нечего. Привет! Эх, не успел зайти. Вам хорошей игры, смотрим. Василий, привет-привет. Ничего страшного, может на следующую игру успеешь. В любом случае, я думаю, за стрим мы успеем 3 катки. Может быть даже 4, соответственно, как катки будут проходить. По поводу шаманов. Им сделали такой момент, что теперь, когда она активирует свою способность, ну, начинает перевоплощаться и все такое, то у них есть тайминг. И вот этот вот тайминг... Если в это время прилетает контроль какой-либо, либо что-то еще, то, соответственно, прерывается этот тайминг.
Какие правила на игру? Без инсеков и АЭМа? Ну, с АЭМом, но без инсеков. Не, ну я могу голосование в чате вывести на следующую игру. Может, кто захочет сыграть без антимага. Но мне на антимага такой обалденный стиль подогнали, поэтому надо будет попробовать антимага в этой катке сделать все-таки. Есть даже пару идей, как мы можем его реализовать. Ну, посмотрим. Тут уже Марси есть с пандой, тут кунг-фу будет по-любому. Ну, я так понял, слышно меня отлично. Игру тоже слышно отлично, поэтому ничего менять не буду, правильно? I'm so envious of you hanging with such a cool toy as me. Норм. Ну, все, тогда прекрасно. Тогда прекрасно, замечательно, шикарно. Я, наверное, уровень все-таки возьму. Как круто сейчас, когда тебя АМ в ноль не уничтожает, а вообще даже кажется беспомощным. Но он не такой уж и беспомощный, но сильный. Беспомощным ты, конечно, его жестко назвал. Этот парень еще даст прикурить. Блин, мне так охотники идут. Я даже знаю, как мы будем играть. Я думаю, вы тоже прекрасно знаете, как мы будем играть, да? Очень круто. У меня есть пара идей, которые можно будет реализовать. Посмотрим. Даст бог рандома, значит реализую. Не даст, значит по щечкам даст. Раньше им стоил одну монету и был никем. Да, были такие времена, были, согласен. Но сейчас это не так. Сейчас же антимаг, если падает рано, то жопу рвет всем. Уже 4 рыцаря? А, нет, или да. Нет, 2 рыцаря всего лишь. Ну, больно. Охотников приятно занерфили. А что за крона рядом с никами? Ну, ты покупаешь боевой пропуск, и возле твоего ника пишется, соответственно, твой ранг. Это те, кто купил, соответственно, боевой пропуск. Ну, типа, сделали такую плюшку. Ой, шаман лавы в 2 звезды. Что-то грустно пока. Задержка на стриме сколько? Минимальная. Так, Марк, зачем ты палишь мои стратегии? Не надо палить, не надо. Не надо, дядя. Сейчас частенько начали рыцари брать. Ну, скорее всего, из-за того, что хп реген порезали. Из-за этого берут рыцарей, потому что рыцари дают сколько там, по 400 хп, если не ошибаюсь. Сейчас, где там? Где там, кто там? Рейнго играет. Рейнго. По-моему, по 400, если не... Да, по 400 сейчас восстанавливает. И, в принципе, если тебе рано пришли 6 рыцарей, то это очень вкусно. Чтобы в лобби успеть залететь. Ну, это минимальная там задержка, наверное, 2-3 секунды где-то. Ну, точно не помню, не скажу тебе точно. Ну, где-то 2-3 секунды. У Рафа там уже сильный стол. Любимая кунг-фу собирается. Люди на жрецах. А почему ты людей не поставишь себе? Да, она же очевидна, твоя стратегия. Зато скин посмотрим. А может, я через гритеров буду играть? Не, ну с АМом 100%. А вот на гритерах, либо не на гритерах, это мы посмотрим. Потому что если играть через охотников и через мантию короля, то может не получиться. Может вообще не получиться.
Мне просто так хорошо идут охотники, что грех на них не сыграть. Есть еще как бы шлем Ареса. Жезл Киры, кстати, есть. Мастерская. Ну тут хорошие реликвии в целом на игру. По легендаркам тут тоже неплохо. Здесь есть дракон, здесь есть дизраптор. И мой антимаг может этого не вывести. Если я хочу играть на антимаге. Потому что есть дизраптор, есть Джакира. Можно будет собрать просто магов-драконов. И антимаг мой не будет ничего делать. Без БКБ здесь будет не обойтись. О, я мобам откис, прикиньте. Я-то думал, у меня сильный стол. У меня оказался обоссанный стол, к сожалению. Ладно, ничего страшного. Шлем Ареса упал. Зато усиление на следующем раунде. Вот это я понимаю. Вот это вот имба. Вот это да. Ребята, учитесь. Преподаю уроки. Кто хочет. Найс. Ну, на самом деле, хорошая реликвия мне упала. Шлем Реса. Марк играет через Лину. А, он будет через богов играть по итогу. Спасибо за лайки, ребят, спасибо. Ну, хотя бы снайпер в 2 звезды пришел, это уже радует меня. Ай, стан, отвали! Отвали, двойной стан! На! В табло тебе чисто. Заряженную соль. Хе. Так, там Рейнга что-то разошелся. Ребята, ну, надо его остановить, надо его наказать. Надо этого бесстыдника наказать. Ой, как надо. Так что, ребят, давайте все сейчас целенаправленно. А чё мне не... А, подожди, а я что, дурак? А я дурак. Не-не-не, мы такие отмазки не принимаем. Хороший он пишет, понимаете? Он пишет, что он хороший. Ребята, верим ему? И я не верю лично. Сначала они пишут, что они хорошие, а потом на инсектоидах играют. Ага. Стреляй, дед! Ой-ой-ой, шаман лавы со скиллом Марси был, прикольно. Ну какую собаку ты стреляешь своим выстрелом в голову? Ты чё, больной? У тебя шо, сбит прицел? Дед! Вы видели? Он в собаку стрельнул. Падло. Понял, принял, Ярик. А что там Ярик? 4 рыцаря. Блин, ну я хочу поставить... Стрикс бил. 6 духов. О, это тоже неприятная тема. Придется, скорее всего, через гритеров играть. Если так и дальше пойдет. Игра в Steam называется же Авточес? Да. В Epic Games также. Если ты собираешься донатить, рекомендую тебе Epic Games. В Epic Games там намного дешевле донаты. Стреляй, дед. Выгиду. Ну в какую ты ЦМ-ку стрельнул? Ты больной. Просто. Меня дед начинает раздражать. Дед какую-то подливу хочет мне сделать, скажите? Просто. Так, ладно, что мы сделаем? Мне надо на 12 монет потратить. Не хочу, конечно, тратить, но... Винстрик хочется сохранить. Придется потратить. Придется, хочешь, не хочешь, но придется. Давай, дед, стреляй. Давай, наваливай. Тигры, еще катка будет.
Будет. С акцентом сказал. Ау-ля-ля, а неплохо мне идет. А сейчас от мобов я не должен откиснуть, по сути, да? Ну, по сути, да. А как оно будет по факту, неизвестно. Жалко, что я от мобов откиснул. Ой-ой-ой, нефритовый генерал. Мамора. Ярик, а что ты там делаешь? Ярик водила Хускара собирает. Ярик, так нельзя, Ярик. Ярик, успокойся. Марси, еще один. Ой-ой-ой, ну это будет печалька. Да, надо будет гриттера, походу, собирать. Че, рассказывайте, как у вас дела? Чатик, не молчим, не молчим. Давайте вписываемся в атмосферу, все такое. Как видите, у меня шикарнейшее настроение. Сейчас мы мне его быстренько испортите. Да? Сейчас мне быстренько в табло накидаете пару плюшек. Ну, чтоб я не расслаблялся, так сказать. Ярик, бачок потик. Кирик, привет-привет. Марси в 2 звезды — это серьезное заявление. Неприятное, я бы так даже сказал. Спасибо за лайки, спасибо. Какую сингл-игру ты посоветуешь? Если не играл в Ведьмака 3, рекомендую. Ведьмак 3 — бомба. Я уверен, что не пожалеешь, если будешь в Ведьмака 3 играть. Уверен. Владимир, привет-привет. Киберпанк тоже хорошая сингл-игра. Лекс, привет-привет. Что еще такого? Ну, Ведьмак 3, Киберпанк, Метро. Да блин, на самом деле очень много игр таких. Baldur Gate тоже классная игра. Проходил на ютубе, если что. The Last of Us тоже, 1-2 часть. Блин, что ж еще такое вспомнить? Вот в эту игру я не играл. Red Dead Redemption, да, тоже классная игра. У меня Юлька ее прошла, прям в восторге была. Что еще такого вспомнить? Это я не знаю, что за игра. Первый раз слышу. Это не там, где типа ты... Как же называется? Фургончики такой мини переездном крутишь всякую темку. Так, а кто там уже тролля нашел? Чудо, ты? Нет, не чудо, это ролл нашел. Неприятно. Получается, что ханты до сих пор мета. Ну, в принципе... Не, ну не то, что мета, они были сильны. Да, их там поднерфили немного, и правильно, что их немного поднерфили. Но чтобы сказать, что их критично так поднерфили, ну, нет, приятно все равно на них играть. Но только стартовать на них приятно. Пиксель-арт и купа мини-активностей. Рекомендацион. Это 5 на 1 переводится.
Первый раз слышу, чтобы так переводилось. Одиночки любят в нее по ночам под одеялом играть. Можешь включить функцию, где можно включать песни на стрим за донаты. Слишком много авторских прав будет, понимаешь, Кайсар? Из-за того, что слишком много авторских прав, я не могу включить эту функцию, к сожалению. О, сюда это, сюда. Ха-ха-ха. Ну что, начало положено. Горячая девочка на связи. Не нравится мне, конечно, что там тролль пятерка нарисовался, будет неприятно. Уже 30 лет играю. А, тогда может стримы на Twitch перенести, там норм тема. У меня есть рестриминг на Twitch, но все равно я же на Ютубе стримлю одновременно, поэтому такое. И на Твиче тоже ж там же есть авторские права, просто запись стрима там обрезается, все такое. Ну, короче, не очень удобно. Новый скилл Ведьмака. Ой-ой-ой. Это мы берем. Это мы берем. По-любому берем. К гадалке не ходи, будем по-любому это брать. Шесть духов. Вот это неприятно. Там, кстати, тоже Марк собрал себе. Неприятненько. Блин, ну будет сложно. Киберкотлетное лобби. Вроде бы начало у меня хорошее, но по факту может все уехать в дно. Тоже, кстати, момент. Антимага занерфили. Теперь же, когда ты берешь там маску 5-го тира, бусы и тому подобное, то отхил на его способность не работает. Работает только на его тычке. И для того, чтобы работала на его способность, необходимо вставить баф чернокнижников. Это довольно-таки серьезный такой момент. Его мало кто замечает, можно так сказать. Но на самом деле это лютый момент. ДК приятно бафнули. Мне очень нравится, как ДК бафнули. Блин, как-то больно. Рыцари пока меня долбят. Неприятно, неприятно. Ну, пока живем. Пока живем, пока живем. Есть Doom. В чем суть синергии двух ведьмаков? Да и 4 тоже. Когда 2 ведьмака оставишь, то у тебя демоны не ломаются. И, соответственно, ты получаешь все плюшки демонов. Если же ты ставишь 4 ведьмака, то там от 4 ведьмаков, в зависимости от количества истинных демонов, ты получаешь надбавку 10% за каждого демона к твоему чистому урону. То есть там максимум баф 60%, но если каждый демон будет умирать, то, соответственно, этого бафа у тебя будет меньше. То есть если демон умер, то, соответственно, баф у тебя скинулся. Блин, тролль пятерка меня немножко нагнетает. Еще ролл получил Мамору, но... А, так он уже 2 тролля нашел. Прикол. Печально. А что мы тут будем делать тогда? Что мы можем такое сделать? А я, в принципе, знаю, что мы можем такое сделать. Есть идея. Есть идея, будем пытаться сейчас реализовать. Ставки делаем, к какому левелу будет антимаг в 3 звезды. Ни в какому, я его сейчас 2 звезды соберу и вытащу. Я что, совсем больной? Ха. Не, ну да, но нет. Не, ну это вы это видите? 2 из 9 уже 2 раунда подряд. Ты чё, окаянный? О, 6 зверей. У Ролла там уже берсерк в 2 звезды. Его берсерк намного быстрее апнулся, чем мой, прикиньте. Да. Ребята, пахнет все плохо. У меня есть идея, как мы можем сейчас сыграть. Я буду ее пробовать реализовать. Но не через 6 охотников, скорее всего. Тут через 6 охотников будет очень больно играть.
Тут тролль пятерка нормально так накидывает. Да. 54 хп. В следующей игре будет 3 звезды. Ну, да. Судя по тому, что сейчас происходит, так оно в действительности и будет. Спасибо, 2 звезды нашел наконец-то! Он снизошел ко мне. Блин, какой же красивый скин. Обалдеть. А я и предметы рольнуть не могу. И поменять ничего на столе не могу. Да? Да, пока что не могу. Ну ладно, потерпим. Потерпим немного. Сейчас выйдем в уровень. Сделаем немножечко по-красивому. 4 бога уже на месте от Марка. Меня очень жестко триггерит тролль. С ним будут огромные проблемы, с этим троллем. Заберу винстрик или не заберу? Забрать. Нате! Стреляй, 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 стреляй! 6 охотников, 3 убийцы с мантией короля. Да я могу мантию короля не вырылить, надо что-то более понадежнее, понимаете? Я тоже думал по поводу мантии короля, но надо что-то надежнее. Я могу не найти эту мантию короля, у меня будет всего лишь одна попытка. На 30-м раунде есть мастерская бума, да, я ее возьму, окей, я ее заюзаю. А если мне не упадет? Что тогда делать? Пирожки вы успеете похавать, естественно. Надо что-то понадежнее. Есть у меня один выбор надежный. Вот и посмотрим. Я в него как-то более верю, нежели в что-либо другое. Кстати, волшебное зеркало тоже ж не работает теперь ни на Берсерка, ни на Манки Кинга, ни... Короче, ни на кого не работает. Ох ты мой. Да. Take the feather as the blade and the garment. Ой-ой-ой! Это больно будет. Шесть духов под Марсе с щитом 5-го тира. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это будет очень больно. Да. 45 хп осталось, а у него там тролль в 2 звезды. Ёлки-палки. Я бы в любой другой ситуации взял бы маску 5-го тира, но она мне уже не нужна, маска 5-го тира, и рапира мне тоже не нужна. Ой, ёп, лучше бы я взял что-нибудь другое, а не это. Не знаю, смогу ли дожить или не смогу, но мы будем пытаться. Будем пытаться, будем работать. Что-нибудь постараемся сделать. На! Дум прилетел. Ох ты, ёп. Это не Дум, это другая тема.
Блин, ну Марси в 3 звезды тоже неприятно. Что ж вы такие жесткие собрались? С обезоружиями. Кунг-фу собрал. Под 6 духов. Будет очень больно. Как мы можем исправить ситуацию? Кунг-фу нет смысла ставить. 6 эльфов тоже нет смысла ставить. Звери через суммоны. После 30-го левела полетят головы. Скорее всего, моя голова улетит. О, еще и миссы. Я сейчас по нему попадать тупо не буду, прикиньте. Обида. Ну, у меня хекс этот прикукуренный попался. Это просто... Я рассчитывал не на хекс. Under my pen. Ладно. У меня 31 хп есть. Если ко мне зверь не придет и все табло не снесет, то... Будет все хорошо. Но, скорее всего, ко мне сейчас зверь должен заявиться. И со зверем уже будут проблемы. Я, наверное, усилюсь. Да зачем ты мне нужен, алхимик? The scroll's my blanket. The brush. Да ты глянь, как он ко мне идет. The scroll's my blanket. The brush my pillow. Мне нужен хан. Для гарантии мне нужен хан. Но что-то хан не спешит ко мне идти. А еще одна игра будет, а то я не успел. Да, будет. Это, кстати, ко мне... Кто пришел? Раф. На! Просто сожрал Леон герой. Леон герой, ребята. Леон герой, понимаете? Есть антимаг, а есть Леон. Вот Леон герой. Просто. Вы видели, что сотворил только что Леон? Now that it's come to this. I'll take it at first. Как же будет больно против него. И Дум, и Леон. Герой. The blade. Is this beautiful as a night rose? Без хана будет трудно. Боже, какой там огромный тролль. Не знаю, вроде бы хекс более-менее полезный предмет, но нужен ли он мне? Такое ощущение, что не особо он мне-то и нужен. Looking for me. You little monster. Да бог ты мой, дайте мне что-то нормальное, пожалуйста. Спасибо. Не успел чуть-чуть, ладно. Хан. Спасибо. Блин, я отхил себе уберу таким образом.
Рыцари есть. Ну отвянь ты со своим кунг-фу, боже. Is someone afraid of the dark? Не дают поиграть, прикиньте. Душнилы. I'm not the little mermaid that turns into bubbles. High five. High hoof. Want to defeat Shaman? Defeat me first. The stars show bet to the fire. Не знаю, 4 духа. Такое сомнительное решение, если честно. Привет, привет. Ладно, 19 хп. Проигрывать так с песней. Да. Гвард сегодня не блестит. Не, блестчу, только не в том, что надо. Пока что блестит мое лицо. Бог ты мой. Listen to the fire sputtering in the silence of the stars. Посох 3-го тира это классно, но... Надо побрить голову, чтобы вообще блестеть. Ну да. Не, ну это жестко. 2 тролля, 2 звезды. Обалдеть. Это очень жестко. Все, конечное. Ну, это было прикольно. И Роллу, конечно, хорошо фартануло на ребяток этих. Да. Не успел я 6 духов найти. Я думал найти 6 духов. Может, под 6 духами будет попроще. Но вот чудо может спокойно его выиграть, если ему фартанет немного побольше. Он закерил МК, в принципе, окей. Ой-ой-ой, сейчас еще какой-то предмет найдет. Давай, что ты там у нас поищешь? 2 фаворита есть. Я оставлю на кунг-фу. Ему нужно найти 1 предмет, и он будет разваливать. Я про погоду имел в виду. У нас тоже жарень. Не, сегодня, ну, благословит все на свете. Сегодня комфортно, очень комфортно. Очень прям. Я даже не знаю, как вам это сказать, насколько комфортно. Все просто идеально сегодня. Тьфу-тьфу-тьфу. По крайней мере, я не таю сегодня. Сегодня идеально. Ролл, давай выигрывай. Ну, поставь там ведьмачков, поставь там что-нибудь. Ну, а если тебя окаменение душит, то, соответственно, поменяй сборку. Давай, давай, Ролл, давай, давай. Я в тебя верю. Тебе тролль ранее упал, еще и Мамора упала. Развали их всех. Хорош. Не, ну чудо что-то проигрывает. Надо посмотреть, что он проигрывает. Что не так? Яйцо, отлично. А где ты живешь? В Днепре. Мне грустно, я не нашел второго некра. Марк, ты видел мою игру? Мне грустно. Мне очень грустно было. Не, Хусик не вывезет.
тролля. Во-первых, у Ролла, если что, есть жетон отступника, который дает 50% больше урона по той же расе либо класса. А так как он кирит Хусика, по нему двойной урон прилетает, по сути, то есть на 50% больше. Это прям сильно. Если сейчас Ролл находит себе перчатку 4 тира на чистый урон, он здесь забирает все лобби. У Чуда есть шанс еще вынести? Есть, но ему надо Марси в 3 звезды. С Марси в 3 звезды ему будет намного проще их всех выносить. Чё там, чё там, чё там, чё там? Давай посмотрим. Ну показывай, показывай. Не показывает, ладно. Тут все предметы не очень. Ну, Ролл, давай. Все, это его игра. Забудьте. Он здесь всех вынес. Если он еще и тролля в 3 звезды соберет, то забейте. Это его игра. Ему надо еще предмет какой-то найти другой. Бессмертие какое-то, может, ему еще лучше зайдет. У него все идеальные предметы сейчас. Привет, привет. Да, ему надо бессмертие найти, и он здесь заберет эту игру. Спокойно. Ой, Радик, Миссы. Хо-хо. У Чуда больше шансов стало на победу, но Чудо не нашел себе Марси. Поэтому такое будет, такое. Ну, тут Ярик не может выиграть эту игру, к сожалению. А ну-ка, давайте посмотрим. На чистый урон. На. Ай-яй-яй, хорош, Чудо, хорош, ты его вынес. Он просто по тебе не попадал. Роллу надо поменять расстановку. Все, Чудо фаворит. Красава. Кунг-фу есть кунг-фу. Находи Марси в 3 звезды. Давай, разваливай их. Ролл, рольни предметы. Ну у тебя куча бесполезных предметов. Зачем тебе вот это? Ну, у тебя куча бесполезных предметов. Рольни их. Хорош. Что тут у нас? Мьёльнир неплохо. Аганим шикарно. Аганим вообще must have будет. 1 секунда КД на топоры. Только надо расстановку будет поменять. А вот следующую катку чил на тимаге с троллями. Ну, я и хотел попробовать в этой катке. Мьёльнир взял. Ну, я бы Аганим взял, но он Мьёльнир взял. На самом деле от Мьёльнира, ну, толк есть, но не огромный. Почему? Потому что у него и так тролли. Ой-ой-ой. 7 хп у Чуда. Чудо немного не фартануло. Короче, Мьёльнир это классная тема, но Аганим, как по мне, был бы мастхэвнее. Потому что у него и так тролли, у него и так скорость атаки 0.3. То есть, по сути, он максимум может разогнать до 0.2. Или до 0.1. По-моему, до 0.2 максимум. Поэтому выбор такой, 50 на 50. Ну, ладно, то такое. Кто как хочет, тот так и гуляет. О, блин, ну, за Чудо обидно. Это чисто моя игра на кунг-фу. Когда ты играешь на Марсе, у тебя более-менее все хорошие предметы, но тебе тупо не фартит. Марси не приходит. В этой катке им уже поздно собирать. Он должен быть уже в Т2 к 20 раунду. Должен. Но, как говорится, ничего тебе никто не должен. Все, что кто тебе должен, все простили. Прикиньте! А как Ролл проиграл? А как? Я сейчас что-то не понял, каким образом он проиграл. А, Безоруж, походу, прилетел. Походу, прилетела Безоруж. Обалдеть. Вот это, конечно, пропустил момент. Эх, Чудо давай, я в тебя верю. Стол у тебя сильный. У него нету МКБ, может впритык поставить. Да, они работают. Кунг-фу работает с короной. У него прикол в том, что у него есть и щит 5 тира, у него есть и Радик, и у него есть клинок тени, которые тупо дают ему триллион миссов.
По нему тупо не попадают. А он их выжигает потихоньку, постепенно. Если он найдет МКБ, то, возможно, он его выиграет. Возможно, не факт. Whisper Seer said, my fate is sealed with snake venom. Игра, конечно, неожиданная. Прикол в том, что вот этот вот радик, который есть в кунг-фу у Марси, работает и на пассивку 6 духов. То есть там, чтобы сработали 6 духов, надо нанести 2 тычки. И тогда получит он чистый урон, равный 30% от максимального ХП. Это очень сильно. Блин, интересная игра, конечно, получилась у них. Ему даже панта упала в моменте. Always gets the bone. Давай, Марси. Марси нужна. Прям критично нужна. Сегодня сыграл на Керри Тинкере. Винстрик 25 занял первое место на 96% хп. Играл на втором короле. Ну, такое тоже может быть. Все, Марси в 3 звезды. Отлично. Что там по обезоружу? Обезоруж еще есть. Ему, блин, надо критично найти МКБ. Без МКБ по Марсу он не будет попадать. Напряженная игра. Очень напряженная игра. На кого ставку ставите? Я уверен, что Чудо должен выиграть. Рандом буквально не готов к сборке богов плюс Тинкер. Да. А не попадаешь, к сожалению. И похоронная сейчас будет, походу. Да, к сожалению, сейчас будет похоронная. Это кунг-фу, детка. Это кунг-фу. Ну, красивая игра. Кунг-фу есть кунг-фу. Моя любимая сборка через Марси. Песня. Так, ребят, Чудо занял первое место, поэтому он остается в этой катке. Все остальные прошу на выход. Давайте махнемся. Так, был Ярик. Рейнгу, Ролл, Раф. Ну, все поменялись, по сути, да? Да, все поменялись. Поехали. Дубль номер 2, погнали. Ну, в этой-то мне должно повезти, правильно? Ой, Эмпреска, Дизраптор. Improvise, adapt, overcome. Классная реликвия. Жезл Киры. Мастерская Бума. Кайф. Почему рандом не катаешь? Именно рейтинг. Я рандом катаю в будний день. И то, если лобби с подписчиками не собирается. В основном я катаю с подписчиками. Рандом я и так катаю. Вне стрима и тому подобное. Мне намного интереснее с подписчиками погонять. Я тут тоже тестирую всякие сборки и тому подобное. Тоже прикольно посмотреть, что к чему. With me. Have you seen Gawk at 4 o'clock? О, Сларк 2 звезды. Понимаю. Не, ну у меня есть еще одна идея сейчас, как мы можем антимага реализовать. Тут, в принципе, есть все для этого. Сейчас попробуем. Postpartum care of turnip. Такая, знаете, сборка, на которой почти, ну, никто не играет, если честно. With one hand and hit you with another. My arrow always arrives on. Но это точно будет антимаг.
Блин, ну хороший предмет. Минус 6 брони. Но я скипну. Есть перчатка. Что там по суммонам? Суммон есть. Как вам предыдущая игра? Не-не-не. Looking for me, you little monster. All I need is Да. an arrow and a target. I'm here to help. Что-то даже как-то грустно. Need reinforcement? По столу как-то грустно. Грустно. Но предметы у меня хорошие. Тут тинкер с арканцами. Так, схава сразу кабана. Имба. Давай, 3 ракетки во вражеского тинкера. Ну тут ты не должен промазать никак. По-любому должен попасть в него. Давай. Уи! Красота. Pieces with one hand and hit you with another. Need re- И, кстати, вообще не понимаю, что стоит легендарный маг эльфов. У него там полный набор. То есть, вот его список, типа, если против тебя маг, шаман, бог, жрец и тому подобное, гритер, то ты получаешь электромагнитный импульс. Если такие, то, соответственно, темные слуги. Короче, там полный список всякого полезных. Ну, короче, полезного. Если бы сделали вот этого легендарного эльфийского мага, что ты можешь выбрать конкретно ту способность, которая тебе нужна вот в текущий момент, это было бы круто. Это был бы отличный легендарный маг. Но разрабы сидят с двумя извилинами. Оно рассчитывает по самой высокой синергии? Я думаю, да. Потому что я сам до конца не уверен, как она распределяет это все. With one hand and hit you with another. Wanna try? Сандер, привет-привет. Спасибо за лайки, ребят, спасибо. Луна в 2 звезды с отличными предметами. Так мне сейчас тут попку надерут. 100 лет, 100 зим. Так долго ко мне на стрим не залетал? Это ошибка, ошибка. Может закинуть предметы в селедку? Селедка выглядит неплохо. Кстати, убийцы. Очень неприятно. Давай. На! На! Душите его втроем. 3 на 1. 1 в поле воин. Или вы, тигры. К сожалению. Вот так вот, Сандра, вот так вот. Ты меня не уважаешь. Обидно. На заводе завал. Ну ладно, оправдан. Сразу оправдан. Нужно вспомнить какую-нибудь бесполезную пешку и попытаться раскрыть фулл потенциал. У меня на уме именно спектра. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Ты, конечно, выбрал, ну, если честно, не очень хорошего героя. Прекращай. Да ладно, я же говорю, оправдан. Завод это святое, тут я согласен. Спасибо за реакции, спасибо. Спасибо за лайки и реакции. Не, ну тут Луна в 2 звезды, тут меня никак, ну... Тут я никак его не могу вынести, к сожалению. Слишком сильный стол. Спасибо за мехов. Всего лишь 8-й раунд. Вот это я понимаю, царский подгон. Who made a promise with you? Command Тут вообще импресска есть. stone. Тут можно и на импреске покатать. В этом и суть. Может, не герой плохой, а мы не можем его собрать. Да. Особенно он неплохой тем, что когда ты его собрал, да, он кастует свою способность. Если, допустим, вот тут, видишь, 2 героя у меня в правом нижнем углу экрана стоят, то когда иллюзии и спектры долетят до вот этого угла, они пропадут. Просто испарятся. Раньше такой темы не было, раньше они появлялись перед ними.
Но сейчас. Сейчас так. Начал смотреть твои ролики, понравилась сборка через панды Марси. Но панды вообще не падают. Хитрец это тупо рандом. Нефритовый ни разу не упал еще за 10 игр. Хитрец 2 звезды из 10 только пивная и шторм сыпал. Я так понял. Ну, да. Когда ты вот так вот вытаскиваешь панду, вот ты, допустим, Самат. Вот тебе хитрец упал. На каком раунде я на самом деле не видел. Но сама суть в том, что она ему упала. Вот мне, допустим, сейчас до сих пор не упало то, что я хочу, ни одного друида не упало до сих пор. И у меня от этого кипит 5-я точка. Причем жестко кипит. Кстати, о птичках. Совершенно забыл предметы перекинуть. Кто сейчас самый сильный игрок в мире? А я откуда знаю? Я что, смотрю. Спроси что-то попроще. Вот я же говорю, у нас есть вот Самат. Он уже нашел себе хитреца. У него отличная экономика, отличный стол. Сейчас поставит себе синергию кунг-фу и будет чилить. О, усиление. Это нам нравится. Где мои друиды? Ребята, наколдуйте кто-нибудь друидов, пожалуйста. Мне так хочется друидов увидеть в игре. Вы просто себе представить не можете, насколько хорошо мне хочется увидеть друидов. Вот, понимаете, душа болит, не вижу друида. Вот болит душа, понимаете? Давайте, кто-нибудь колдуйте, кто там имеет способности там какие-то. Мне один раз хитрец упал. Упал 3 раза подряд буквально в начале раунда, и у меня к 5-му раунду был Т2 хитрец. Я, конечно, до сих пор ору с названием его ульты. Чисто. Абажуры. Бабаджи. Не знаю, у меня почему-то ассоциация именно с Бабаджи. О, наконец-то! Спасибо тебе, слава всему Всевышнему, что есть в этой игре. Спасибо, друид упал. Мамма мия. Что у нас тут есть? Жезл, коса, рыбалка. Итак. Ща, подождите. Столы такие, но по идее я могу выигрывать здесь всех. Так, Изи будет играть через кунг-фу, тут тоже будет играть через кунг-фу. Ладно, сейчас посмотрим. От ситуации быстро оттолкнусь. Буду я собирать себе или не буду собирать себе косу. Но по идее у меня сильный стол, я должен всех выносить. Но это по идее, на бумаге. А тут меня вынесли, кстати, да. Тут Хускар чисто всеведущий, попадает во все, что только может. Да. Там иконка с 3 полосками. Кликаешь, можешь мировой рейтинг увидеть. Да? Ща. И где? Я, кстати, так тупанул маленько. Раньше все сидели либо убийцы магии и так далее. Но там раньше рыцари были лютые. Раньше, я помню, рыцари наваливали. Ой-ой-ой, это что-то как-то печально. Печально и очень больно как-то, ребята. Вы какие-то слишком гигантские все. Еще и Дум прилетел, понимаю. Да. Грустно. Мой скилл. Удача. Никита. А сейчас все либо антимаги, либо жуки. Вообще любые дубликаты гуд. Сейчас, ребята, дайте секундочку мне.
Да, ладно. Хай, вчера собрал Т3 хитреца и Т3 Марси. Отлетел в топ-2 от Т3 Медузы с маской 5-го тира и бессмертия. А что за предметы у тебя были? Вот, я тоже заметил, что антимага поменяли, и теперь он тупо имба. Раньше, когда одну монету стоил, был сомнительный перс. Ну да, он лютый имба. Блин, я рыбалку возьму, ну его в баню. Всем привет, хотел залететь в катку, залетел, но из-за отключения VPN вылетел. Еще будете? Ну, в следующих, да. О, пришел. Дяденька пришел. Очень серьезный дяденька пришел. Вот это нам нравится, вот это мы берем. Как я сказал ранее, я хочу кое-что попробовать. Самую неактуальную сборку собрать. Антимаг слишком жестко бомбит, это одновременно огромный урон плюс контроль всего живого. Да, к сожалению, антимаг он такой. Но благо сейчас его сайленс душит. И благо сейчас не дает тебе предметы от хил. Если бы тебе предметы до сих пор давали от хил, у тебя бы горело в 2 раза больше. Да, ты Ренгу правильно написал, но не через них. Без них постараться хочу. Чистокровные хочу попробовать. Но у меня что-то по экономике вообще все грустно. От этого печально. А можно башер не будет прокать? Спасибо. Пока рыбалку, короче, оставил. Waiting for me, you little monster. Так, на секунду вебку выключил. Ну вот даже, смотрите, у меня мартретка 2000 урона и антимаг 1600 урона. Я хочу увидеть новое обновление с новым героем. Я тоже очень хочу увидеть это новое обновление с новым героем. Мне прям очень понравилась реализация. Ну, не реализация, а анонс этого героя. Я всегда антимага контрил воинами. Скрипя зубами, с троллем можно выжить. Да, можно. Но не факт, что тебе чел на лицо не выкатит 4 ведьмака, и у него не будет маски 5-го тира и тому подобное. Да, я знаю, я выключил вебку. У меня тут Юлька просто ходит сейчас туда-сюда. Надо было вебку выключить. Да еб... Wanna try? I'm here to help. Да. Предметы, конечно, дай боже каждому. Новый перс подозрительно смахивает на саппорта. Но под 6 богами, я думаю, он будет отменным персом. Если там щиты накладываются друг на друга, то этот новый перс будет вообще просто песня. О таком персе можно будет только мечтать. И, кстати, знаете, в чем еще поднерфили антимага? Во-первых, как я уже говорил ранее, из-за того, что у него теперь активная способность, когда у него появляются иллюзии, они не юзают способность. Это первый момент. Второй момент. Когда играют против тебя, допустим, 9 эльфов, то, соответственно, 9 эльфов тоже, когда появляется антимаг, ничего не происходит. Раньше, когда у 9 эльфов появлялась иллюзия антимага, то, соответственно, ты не мог ничего сделать. Потому что там тоже иллюзия антимага дамажила способностью. Это прям такой дикий бред был. Но ты прикинь, ты играешь себе на своем антимаге двухзвездочном, ты такой начинаешь там всех разваливать. Против тебя приходит 9 эльфов, ты начинаешь давать тычку, появляется вражеский антимаг, твоя иллюзия. И ты такой думаешь, what-то чё? И он еще и тебя и взрывает параллельно. Кстати, я совершенно забыл, пока с вами заговорился. У вас жара пропала или кондей купил? Так, какой кондей купил? Ты шо? Вот хитрец 2 звезды, кстати. Здорово. Нет, кондера у меня нету, к сожалению.
Я бы не отказался от него. Просто сегодня намного легче стало. Ночью прошелся дождик. Вот. И сегодня намного проще стало. Просто жить проще стало, понимаете? Просто стало легче жить. Я вам передать словами не могу, насколько я рад, что жара пропала. Я просто себя настолько комфортно чувствую, как никогда в жизни себя так комфортно не чувствовал. Кстати, помнишь, когда фею только ввели? Лютая имба, которая по КД стан кидала, теперь она просто цепь кидает. Ну да, это тоже неприятный нерв. Мне он тоже не понравился, то, что они переделали вот так вот феечку. Ну вот феечка раньше, она давала реально приятный стан. Не имбовый стан, ни в коем случае. Это не антимаг, который взрывал всем пятую точку, а просто приятный станчик был. Кайф. Лето для меня самое ужасное время года, работоспособность в 0 падает. Но у меня не то, что на работоспособность в 0 падает. Мне просто нам очень жестко некомфортно становится. Я тяжело переношу лето, когда оно особенно жаркое. Вот прям когда оно жаркое, это прям жесть. Гвард, здорово, спасибо за контент. Покажи скилл. Показывай, смотри сейчас. Без смс и регистрации. Ща такой скилл покажу. Ой-ой-ой, ребята. Не понял. А, друиды, понял. Марк, я... Ну, знаешь, мне намного легче зиму пережить, нежели пережить лето. Без кондера, ну, нереально. Особенно, когда тебе пишут, что Днепр это был самый жаркий город в Европе сейчас. Это... А говорил без них. Без кого? Я, если честно, даже на игру особо не смотрю, я больше в чатике сейчас общаюсь вместе с вами. Помню один из твоих приступов скилла, когда ты в фею в яйцо закинул. Вот это ты решил вспомнить. Да, вот так, когда общаешься в чате, все такое, иногда такие действия делаешь. Так, стоп, я уже, знаешь, иногда некоторые моменты делаю так. Я лучше... немного по-другому сделаю, немножко дольше будет, но зато уверена, что я не закину какую-то фейку, либо что-то еще в это яйцо. Или в мамору. У меня винстрика нету, у листа есть винстрик, играет через гоблинов и алхимика. Ага. Неприятно. И она не апалась еще. Да. Сколько там раундов прошло? Я не помню даже. По-моему, раундов... Блин, ребята, если кто вспомнит, а ну-ка напишите, сколько там раундов было? Я, по-моему, 26 или 27 раундов прожил. Но по итогу она даже с таким количеством раундов не прижилась. Вот, допустим, сейчас вот явно показываю скиллуху. Смотрите, у меня сейчас вот такой вот стол. Где мой тренд? Вопрос. Вопрос на засыпку. Где мой тренд? Я бы сейчас трендуху поставил, у меня было бы много отхила, я бы кайфовал от жизни. Но! Рандом вертел мои хотения. Хочу рискнуть. Два шикарных предмета. Шикарнейших предмета. Где мой тренд? Вторая клетка слева. Ах ты ж какой проказник. Ну, блин, будет тяжело пробивать. Но мы попробуем. Фея такая в яйце. Я не буду расти. Я не хочу воевать. А вот, кстати, и шаманы. Кстати, мне нравится, как ну, мне не нравится, как шаманов переделали, на самом деле. Типа, очень жестко шаманов как-то... Ну, это даже больше нерв, чем баф. Ой, баф, дебаф.
Ой, короче, вы меня поняли. В общем, не нравится, как меня переделали шаманов. Вообще не нравится. Я не знаю, с каких таких приступов головного мозга разработчики решили то, что... Что я сделал? Секунду, что я сделал? My arrow always around. Friendship is magic. Вроде все норм. Ну да. А что было? Ладно. Лондроид случайно выставился. Тё, я-то думал, что произошло. Да надо вернуть инвокеров шамана, может играбельнее станут. Не, шаманов нерфанули тем, что им можно теперь разбивать каст перевоплощения их. Это такой тупизм. Я не знаю, зачем разрабы это сделали. Типа, в чем прикол они этого сделали? Ну, в чем? Ну, кстати, проказник меня вынес. Тупо 4 духа задушило. Где мой тренд? Спасибо. Еще один тренд. Наныл. Все. Наныл. Просто без тренда тяжело. Тренд это слишком лютая фигура для эльфов. Мне сейчас надо усилить свой стол, а потом можно идти дальше в уровень. Так. Через мантию шамана, наверное, могут сыграть. Но ты хочешь очень сильно играть? Вот ты играешь, допустим, да, на своих шаманах. Ты очень сильно хочешь мантию искать 4-го тира? Я думаю, ты не очень хочешь искать мантию 4-го тира. Вы надоели меня контрить на своих воинах и тому подобное. Дайте поиграть. Опа! А кто нашел? Ладно, живем пока что. Сегодня катку играл, собрал шаманов и кунг-фу. Кинул с драконом рога ворка 5 и мантию 5. Там ППЦ кунг-фу работала имбово. Да, это очень сильно. Тебе повезло то, что тебе мантия упала. Могла не упасть. Нефритовый генерал. Ну, сама там ты шо лютый какой. Вы гляньте его стол. Обалдеть. Хитрец, нефритовый генерал. Wanna try? You've been surrounded by You can't get caught if you leave no witnesses. Да, 42 хп. У меня только тренд 2 звезды с мартреткой. Может быть, если темпларка придет, будет получше, но вряд ли. Изи хороший стол себе сделан. 4 кунг-фу, 6 эльфов. Неприятно. Хорошо, что я не стрим-снайпер. Так я что же, когда начинаю соло-ранг, я всякую тему тестирую, собираю. Я вот, допустим, 2-й день подряд пытаюсь собрать духов плюс чернокнижников. Не выходит и все, хоть ты тресни. Спасибо, антимаг. Ты очень вовремя пришел. Сладкая ты моя булочка. А мне некому засунуть этот драконий рог. Тут есть, конечно, шаманы. Но на шаманах уже особо не поиграешь. О! Это приятно. Ладно, я, в принципе, усилил свой стол. Хотя, может, трента найти. Давайте попробуем трента найти. Это, конечно, еще тот квест будет. Но все же, трента надо найти. И, наверное, более-менее будет. Ну, вот просто
Нормально так. Лист алхимика себе в 3 звезды нашел. Да. Выпей-ка я кофе. Твое здоровье, Лист. Соберите ему ведьмаков, пожалуйста. Давай фею в 3 звезды. Закрыть генштальт, так сказать. Можно жить. Жить хочу. Спасибо. I can pick roses with one hand and hit you with another. Wanna try? Пу-пу-пу. Шел 3000 год в поисках кого? В поисках Трента. Я собрал дубликаты, 2 бабы с косой, Лишак, Разор, Кристал Мейден, Лину, ну и кошки, само собой. Это нечто жило по рофлу, и я брал вторые места. Не, ну тут да, когда ты более-менее хорошие предметы находишь, плюс у тебя хорошие дубликаты, то ты нормально чилишь. Царство небесное тебе, алхимик. Минус алхимика в том, что антимаг его любит. Только он меня вынес. Наконец-то я нашел его. Моя сладкая булочка. Ты пришел. Можно смело идти в уровень. Ну, 2 эгиды, я так понимаю. Да, мне надо чернокнижника поставить. Антимагу нужен ДПС. Ну, посох 3-го тира я бы мог сейчас попробовать найти. Ой-ой-ой, дух 5 там. Я бы мог найти посох 3-го тира, но мне надо предмет 4-го тира искать. Там все-таки дух 5 у чуда. И, ну, там, короче, чудо такое, заряженный молодой парень. Поставить 6 эльфов, 4 морских и 2 чернокнижника. Тоже как вариант хороший. Меня воин смущает. Против воина надо будет ставить... Ой-ой-ой. Неплохо. Сильно, сильно. Не знаю, мне даже здесь гритеры нужны будут, чтобы чувствовать себя вообще отменно. Только мне надо перчатка 4-го тира, понимаете? Не понимаем. Куда мне тебе засунуть этот предмет? Хороший предмет, очень хороший предмет. Просто меня воины взорвут, понимаете? Привет, это лобби? Да, это лобби. Куда? Хе-хе. Выжил? Окей. Еще будет? Да, будет. Обезоружь, класс. То, что доктор прописал. Надо воина выносить. Надо перчатка 4-го тира. А там воин огромный. Капец какой огромный.
Надо, ну, 4 ведьмака, наверное, поставить и просто кайфовать от жизни. Я просто, ну, как-то не целенаправленно стараюсь играть против чуда. Но, наверное, все-таки стоит поставить 4 ведьмака. Ну да, я, по-моему, могу поставить 4 ведьмака спокойно. Если темпларка придет, 2 звезды будет вообще приятно. Надо, наверное, так и сделать. Надо приспосабливаться. Wanna sign a contract with me? Listen to the fire sputtering in the silence. 9 эльфов это, конечно, круто. Но отхил мне нужен. Let's take a break and have fun by the pool. Не, ну ты придешь сегодня ко мне или нет? Что-то как-то он не хочет идти ко мне. So does the art of ice fire. Да. Контришь одного, тебя контрит второй. Be careful what you say and do. Кстати, вы заметили нерфы СФа в плане? Как его занерфили? Я так понимаю, я сейчас отлечу. И где мое яйцо? Понятно. Ну все, конечно. Тупо яйцо не пришло. Я активирую реликвию, иди в задницу, как говорится. Да, рандом беспощаден. Ну и хрен с ним. Хочу на Самата посмотреть. На самом деле перчатку 4-го тира надо ему найти. Будет сильно. Тут 6 гоблинов и 6 духов, 4 чернокнижника. Через нефритового генерала. Прикольно. Да я просто искал себе 4-го ведьмака, он мне тупо не пришел, как назло. Потом я вижу, мне темпларка пришла, активирую реликвию яиц. Надеюсь, сейчас яичко же придет такое. А вот яичко тебе по губам только может прийти, а не яичко с реликвией. Раньше ты 3SF мог пукнуть и стол снести. Сейчас даже с 8 демонами так не сделаешь. Да что, сделаешь? Сделаешь еще и как. Просто надо хорошие предметы. Ну и, соответственно, демоны. 4 ведьмака плюс демоны. У Самата есть шансы вынести. Только ему надо найти перчатку 4-го тира. Без перчатки 4-го тира будет очень больно играть. Ну и отхил поставить. Рыцари не тащат. Такое. Что-то, короче, сегодня антимаг не раскрывает себя.
Алхимик, кстати, прикольно, но... Минер. Сильно. Но минер будет слабо работать против воина. Воина надо контрить. А воина надо чистый урон. Соответственно, ставишь 4 ведьмака и чилишь. Минер сейчас минимум урона нанесет просто. Хотя 7 кусков нанес. Сейчас самое главное, чтобы в Алхима Дум не прилетел. Прилетит Дум, будет очень неприятно. Плюс там есть Свен. Алхим хорошо контрит воинов еще тем, что у него есть минус броня. Если он еще и Кирасу найдет, то будет сильно. Блин, ну маска 5-го тира, конечно, под этого героя такое себе. Ладно. Сейчас смотрим. Падает перчатка 4-го тира, будет проще играть. Элементарно минер под перчатка 4-го тира так взрывать будет. Ну, там и алхимик уже будет наваливать движа. Маска 5-го тира работает со скилла, если скилл дамажит физрон. Нет, все способности, то есть там же прям прописано, что теперь способности не дают хп реген вообще. То есть урон с руки, только урон с руки. Это самый главный такой нерв. От атак. Только от атак. Драконий рог, шикарно. Блин, если ему сейчас упадет еще и посох 3-го тира, так он может спокойно себе духа 5-ку закирить. Чё там, чё там, чё там? Перчатка 4-го тира, бери! И посох 3-го тира упал, но он ему не нужен, прикиньте. Так он сейчас может развалить и воина, и того. Ну, просто сейчас будет лютый урон. Надо Аганим попробовать найти. В кунку драконий рог отлично, и надо Аганим поискать. Вы прикиньте сейчас, что будет? И маску 5-го тира в духа 5-ку засунуть. Это ж вообще имба будет. Да Аганим! Все в духа 5-ку. И перчатку туда же. Давай, давай. И обезоружие, и перчатку, и хп. Все засовывай в духа 5-ку. Давай, давай, давай. Ну, перчатку отдай. Ну, отдай перчатку, ну. Ну, тебя ж дух 5-ка, ну, сейчас разваливать будет. Если ты будешь кирить нефритового, то отдай ему лучше. Ну, тебя ж дух 5-ка Ой, ёп. А вот это мог бы чистый урон быть. Отдай предметы в духа 5-ку, отдай. Ты развалишь, просто развалишь. Проказник, услышь. Ты чудо развалишь. Давай, давай, проказник, отдавай все предметы в духа 5-ку. 27 тысяч урона ты нанес там. Ну отдай. Драконий рог можно засунуть в чернокнижника. Ну, в нефритовый тоже отлично. Шикарно. Сейчас будет бадабум. Просто 10 тысяч уроном. Мамма мия! Вот это урон. Ты называешь это удар? Вот это удар. А чё не срабатывает? Не понял. А чё не... Вот да. А так кто-то понял, почему дух 5-ка не срабатывает? Я что-то не понял. Хускар. Интересное решение Хускара закерить. Good thing I'm a summoner.
unlike the god of thunder next door. Битва, конечно, эпичная. На! Ой-ой-ой-ой-ой. Давай, 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 стычка с работой. Прикол. Вот это анлак, прикиньте. Ай-яй-яй-яй-яй. Красота. Ну, красивая, красивая игра, очень красивая. Да. Анлак сработал, тупо пассивочка не сработала один разок. И почему-то Хускар бил именно... А, так у него ж кольцо на агр, точно. Я-то думаю, почему он именно бил этого духа пятерку. Так, Чудо был в предыдущей и в предыдущей, а все, по-моему, потом заменились, да? Ну, сейчас я чекну быстро по записи. Текс. Так, Чудо. Второй запись, да. Ну да, все заменились. Да, все заменились. Ну, мест нету. Если кто-то хочет уступить, то уступит. И так мест нету. Давайте минуточку буквально. Кто хочет уступить, тот уступит. Если нет, то полетели. А вот Чудо как раз и уступил место. Чудо весь свой скилл на все игры потратил, он такой думает, да ну его в баню. Так, ну раз не кто-то, поехали. Ну в этой-то катке мне должно фартануть, да? В этой-то должно, по-любому. Чё-то как-то вообще просто, ну... Вот не хочет меня рандом сегодня благословлять. Не хочет. Ребята, кто на стриме, тыкните лайкус. До 40 можем добить. Нас как раз 40 человек на стриме. Не успеем еще одну катку. К сожалению. Ты ж видишь, что заканчивается игра. Подготовься заходить в лобби. Вас же много, я один. А я пока стримлю по 2 часа в день. Ну да, в принципе. Ничего, в будущем будут больше стримов. Думаю, вам понравится. Я колбасу кушал. Ну вот, съел свое место, получается. Ну вот, я не купил инчу, и мне пришла инча и фурион. Закон подлости в собственном соку, ребята. Вот это я понимаю. Вот это вот, да, вот это оно. Не купил инчу, и просто пришла инча. Понимаете, в чем прикол? Вместе с фурионом. Я бы мог получить отличные деньги. Но получил только более разочарование. Ну, в принципе, как и всегда. Но сейчас я куплю инчу, смотрите. И пришло немножко не то. Ну, в принципе, пойдет. Надо подумать. Postpartum pure of turnip is our most popular Roses with elective one course. hand and hit you with another. Wolves in wolf's clothing. Who would have guessed? Не, ну мне идет кое-что. Можно попробовать собрать.
Ясно. Не знаю. Тут уже бабка молодому пришла. Тинкеру 2 звезды. Обалдеть, ребята. А как тебе бабка пришла-то? А, ему панда бабку принесла, прикиньте. Сильно. А я-то думаю, как ему так бабка ранняя пришла. А ему бабка с панды упала. Учитесь, ребята. Ну так вот. I'm so envious of you hanging with such a cool toy as me. Попробуем супер сверхсекретный билд. Сейчас опять будет прикол. Мне тупо не будет падать. Нормально там Тинкер собирается. Красивая катка на духах была. Да, согласен. Обалденная катка была. Немного не фартануло, вот серьезно ему. Сработал бы хоть раз у него пассивка духов, он бы там откис. Wanna sign a contract with me? Bring me more. I'm not drunk. How can I get drunk? Попробую панду поставить тоже. Может, что-то тоже принесет панда. Так это я играл. Хекс не нашел, сатаник выпал. Ну, сатаник тоже неплохо, но правда не работает на способность духа. Но работает на окаменение. Ой, не работает на окаменение. У тебя чернокнижники были. На тычку работает. Ну, немножко не фартанул, вот серьезно. А была крутая катка, серьезно. Очень хорошая катка. Мне понравилось. Кайфанул. Сейчас интересно, мне повезет или не повезет? Вот в чем вопрос. Повезет или не повезет? For me. Кстати, сатаник работает с пандой земли. Он от камней хилится. Серьезно? Wanna see my new trick? Прикол. А как так? Камни это шумение. Чё за бред? Камни это же умение. Типа как? Как? Там дело в том, что все маски и все такое. Но ты уверен, что это не из-за бафа чернокнижников? У тебя же были чернокнижники. 30% от хила все-таки как-никак. Потому что маска 5 тира и все остальные, они не работают на умение. Типа там прям четко прописано, что на умение не работает. With me? Ёп! Сюда. These gems for research Берем, естественно, такую. because it's beautiful. Такое мы, естественно, берем. Такое мы любим. Может и поставить, может привалить счастье. Хотя я до патча проверил точно. Тут ты! Вот это вот вкидываешь дезинфу, а потом меня скажут, что я дезинформатор какой-то. Вот это ты, конечно, ну вот подставил почти. Почти подставил. Признавайся, это был твой план? Это был твой план меня подставить, да? Чтоб я потом в каком-то видео сказал, типа, ребята, оказывается, маска 5 тира работает на нефритового генерала. Beelzebub. Where have you been? Pride is more toxic than Признавайся. Давай. Я забыл. И про кольцо я, кстати, тоже забыл. Оно агрит противника. Ну да, если бы, наверное, не кольцо, то ты бы, скорее всего, выиграл. Там ребята
полностью в лустрик улетели. Интересно. Блин, прикольные тут реликвии есть. Только вот, как я говорил ранее, закончилась моя удача, походу. Шло и упало, сдохло. 9 охотников у Рафа. Ну и пофиг, зато красиво поиграли. Да, согласен, красивая катка. Не обидный топ-2. Ну, бог рандома решил, понимаешь? Бог рандома решил, что сегодня тебе хватит. Там ребята, он с Марком. Точнее, Марк и Рейнго пытаются друг друга переиграть. Кто здесь батя на районе? Блин, ну, у буквы Ю сильный стол. Аркейд, слушай меня сюда. Вот берешь хитреца сейчас и вместе с пивной пандой продаешь. Аппарат, кстати, как-то криво еще работает. Я у тебя на стриме пересмотрел, почему-то не всегда урон от него идет. Я тоже прикололся с момента, там прилетел контроль, откат вроде бы прошел, но почему-то урон не прошел. Вот это меня тоже немножко в ступор ввело. Типа, как так? Ёлки-палки, как пришло. Йоу. Ай-яй-яй, бог ты мой, что я сотворил? Ёл... Ой, боже, дурак. Дурья моя голова. Хотел сделать красиво, я бас... Еще игра будет? Не, это последняя катка. Боже, так Ну, я винстрик закономерно проигрываю. Боже, трындец, как я так мог Да. Может продать эту панду, а? Она мне ничего не сделала, но у меня уже кипит на нее. Ого! А нормально так у меня свиноферма подросла. Кстати, есть ребята, которые играют на лустрике. Так, 2 аптечки вижу в игре. Это неприятно. Wanna sign a contract with me? Уже всем хитрец пришел, один я сижу без хитреца. Ребята. Так дело не пойдет. Кто-нибудь нагадайте мне хитреца, пожалуйста. Нефритового генерала там в 3 звезды. Яйцо в бою. Кто потерял, ребят? Одно. Wanna sign a contract with me? Feel the fire of the phoenix. Иди в задницу, панда, все, я на тебя обиделся.
Фух. А панда может яйцо призвать? А вот этого я не видел. Ну, мне ни разу еще не пришло. Если кто-то, кому-то пришло на стриме, то, соответственно, напишите в чат. Потому что, ну, мне ни разу не приходило еще. Может быть и может, а может быть и не может. Sign a contract with me. Без понятия, если честно. Every chubby one has a potential. Марк двух антимагов нашел. Ты-трин, тын-трин. Предсмертные колокола. На самом деле, жестко нерфанули богов орков. Вот кого-кого, но богов орков нормально так нерфанули. Без чернокнижников Джаггернаут не может играть. Looking for me, you little monster. So long as the armor is still here, the knight alive with the blood of devil. Я пока на самом деле сам не знаю, на чем я буду играть. На чем-то хочется, на чем-то интересном, на чем-то необычном. А вот на чем конкретно пока непонятно. У меня кабаны очень плохо апаются. Два кабана по 4. 4 кабана по 5, 1.6, 1.7. Очень плохо. Сейчас мета Марси и Кунг-фу. У Джаггернаута нет шансов как будто. Да, Кунг-фу всегда были хороши. Вот, допустим, буква Ю нашел себе спокойно налегке хитреца уже в 2 звезды. Ну, вот тебе и прикол. Да. Да, скилл. Марк, судя по всему, будет тоже играть на кунг-фу. Судя по его столу, тоже хочет поиграть на кунг-фу. Не знаю, как мы можем сыграть тут. Хочется что-то попробовать. Вот чё хочется. Жаль, что SF и Разора понерфили сильно. Я раньше любил через дубликаты на них играть. Разора обидно. Разора очень сильно нерфанули. Вот кого-кого, Разора прям ощутимо нерфанули. Самый жесткий нерв. У Разора ощутимо дамага стало меньше. Ляка бандушит как. Beelzebub, where have you been? I, who made a promise with you, command you to unseal the magic stone. Четыре кунг-фу.
Вроде бы кунг-фу нерфанули, да, а по факту что-то не ощущается, что кунг-фу нерфанули. Все такая же сильная сборка, которая нормально так поддушивает. Меня вообще бабка загрызла только что. Ужасный апгрейд. Просто, чтобы вы понимали, ну, вы видите этот апгрейд кабанов? Это нечто. Следующий раунд, это последний раунд, когда они могут апнуться. Просто, ну, повезет, если сейчас этот раунд я хотя бы по 8 монет смогу их продать. Печаль, беда. Печаль, беда. Надеюсь, Аркварден придет и в легендарка ты поставишь дубликаты. Но не пали, ну не надо. The ocean. Я тут пытаюсь помалкивать, что я там хочу собрать. Это тайна. Хотя бы не от мобов, от кис. Спасибо. You been? Listen to the fire sputtering in the silence of the stars. Берсерк. Обалдеть. Free from death. Дизраптор. О! Рейнга сильно собрал, кстати, интересно. У Йоха там тоже обалдеть, что. Здорово по секретам всему свету. Привет, привет. Там ребята как-то сильно пособирались. У меня шлем РСа, сейчас посмотрим, насколько этот шлем РСа эффективен будет. Так, кунг-фу, здорово. И я откисаю. Earth is shaking, lava is howling. Ну так что, смотрите, у меня сейчас шанс на легендарную фигуру 9%. Давайте посмотрим. Как сейчас что будет. They look sick. О, ну это уже хорошо. Уже что-то... Уже что-то намечается.
А Лич у меня 0 дамаги нанес, да? 1100. Skull? Why walk when you can fly? I'll plunge them into the deep. Demon was born free. Да. Everywhere in chains. Wanna sign a contract with me? Let me show you the way forward. Wanna try link? Before I come down here, it never snowed. I wonder what the enemy tastes like. Арквадр... Арквадр... Тьфу! Аркварден в этой игре кто? Это Эмпресс Лайт. Блин, забыл предмет перекинуть. Сейчас будет больно. Да, я не пробью мобов. Тупо забыл предмет перекинуть. Да ёп... Обидно. Очень обидно от мобов откиснуть. На 25-м раунде просто бомжатский стол. Prince? I don't crawl around walls. My foolish father. You see that? I am inevitable. A true mage. The Agra spirit in motion. Incomprehensible, useless thing. Да, я очень много опыта потерял. Это супер-омега обидно было. Да у меня стол, ну, просто... Я думаю, вы сами прекрасно понимаете, какой у меня стол. Морских ставят. Очень плохо. Я его хоть и вынес, но морских поставят и все. 6 богов. О, там тоже, кстати, сильно. I'll turn them into shark food. Хорошую способность украл. Воришка. ДК 3 звезд у Марка. Ох-хо-хо. Ля кабанов насумонил. Да. Посоха 3-го тира люто не хватает.
Кабаны. A true mage never holds a sword. My foolish father. You see that? Сила кабанов. The king of this land. В чем сила? В кабанах. Мне нужна призма, мне нужен посох третьего тира, и тогда у меня шансы есть. Сейчас, кстати, если выиграю, получу 11. Без шмоток очень тяжело. Да, в этом суть магов. Если тебе чуть-чуть не повезло, вот прям, ну вот такую тютельку не повезло с нормальными предметами, ты сосешь бибу. Мне сейчас немножко повезло. У меня сейчас появился один предмет. The ocean is singing. Magic learning does not only depend on hard training, but also on a set of Clow cards. Ладно. Girl with magic powers. That's me. Да, если придут эти два предмета, тогда еще поиграть можно. Не придут, но играть нельзя будет. В этом и суть магов. Боже. We'll win the fight by Dragonfire. Nature knows what to do. Надеемся на призму. Надеемся. Четыре морских. Привет, я сейчас под впечатлением. Сегодня попробовал Detroit Become Human и на 5 часов пропал. Да, классная игра. Очень классная. Я бы в нее тоже завис. Contract with me. Bring this to Ever tried my poison? Guess not, you're still alive. Skill was like a box of chocolates. You never know what I'm going to release. How did I shrink? Definitely not because I was following some dark organization. У тебя новые скины? Да, мне Марк подогнал 2 антимага классных. И я тролля купил. Вот такого. Очень дешево стоил, я его купил. Обалденный скин. У него анимация атаки намного другая. Такое ощущение, что вот с этой анимацией он намного быстрее кастует свои способности. Ой, кстати, я протупил, надо сейчас поменять немного. Ну какой стан? Какой стан?
Сейчас, ребят, подождите секунду, мне надо подумать. Wanna sign a contract with me? Обожаю станбара, у противника он прокает 9 из 10 ударов. Да, это точно. Бывает такое, что Зевс одним шотом всех убивает. Меня только что Зевс унизил, и я в тильте. Да, это если у него предметы хорошие, то да, он тебя ваншотнет. Он тебя аннигилирует. Без шансов аннигилирует. Если, допустим, у него там условный агоним. Посох 3-го тира, тогда да, без шансов он будет аннигилировать. Ну да, Марк, конечно, лютый. Мне в КС упал гидрокейс за $33. Второе по дороговизне. Девять хп. Выживу или не выживу? Нет, конечно. Только если менять, ставить немножко другой билд. Не прокачал скилл. Не будет тебе гонима. Ай-яй-яй-яй-яй, моя ты рыба. Ты посмотри, кого он собрал. Да ну вас в задницу, ребята. Вы такие скилловики. Жизнь мага в собственном соку. Вот. Просто я... Да черт с ним, короче. Сейчас вернулся, оказывается, все поменялось. Круто, что хоть что-то поменяли, а то АМ и МК немного подзадолбали, хотя не до сих пор имба. Как вышел в отпуск, меня начал бесить бок, от него тильт. Какой бок? Какой именно? Уже 41 онлайн, 46 онлайн. Очень хороший онлайн, да, согласен. Только лайков вы прожали сейчас, это 20 лайков, непорядок. Ни одного перса, всех героев. Как будто МК уже не имбаланс. МК уже не имбаланс, да. Ну, из-за того, что активная способность, то не имбаланс. Сейчас ДК очень сильно, особенно если те предметы хорошие пришли. Не будет тебе агонима. Прокачал скилл в другой игре, получается. А вот это был скилл. ДК и Void в 3 звезды. Да, ребята, ну оно так и есть. А еще перчатку 4-го тира он нашел, прикиньте. Перчатку 4-го тира он нашел. Это все. Он находит бессмертие, он этого хитреца аннигилирует. Это обалдеть какой скилл. Духов ставит. Бессмертие и рапира. Я бы бессмертие взял, рапиру я бы не брал. Не, Марк очень жесткий. С таким ДК в 500 хп, с бессмертием. Только просить прощения надо. Обалдеть. Не, о, там, ёп. Но там тоже гидроскилл у хитреца.
Я считаю, что нужна еще одна катка с таким онлайном. К сожалению, не могу. Что-что, но, к сожалению, не могу еще одну катку сделать. Да. Жестко. Какие сегодня красивые игры. Эпичный финал. Согласен. Во все щели меня выигрывали сегодня. Ну, катки годные, очень годные. Тупо киберкотлетное лобби. Сама суть игры против кунг-фу в том, что сейчас он пару тычек вернет, пару раз кунг-фу сработает, и все, он в могиле. Вот сейчас, смотрите. Смотрите, что происходит. Ну, сейчас выиграл. Но в целом, на ферзе легче играется, чем тут. Марку бы что-то на урон бы найти еще, чтобы он еще больше дамажил. У него и так 700 урона, допустим, какие-то условные криты, либо щит 5-го тира ему тоже хорошо зайдет. И либо лучше даже, а я не знаю даже, что лучше. Но щит 5-го тира отлично зайдет. Эту битву просто решит рандом. Если прокнет кунг-фу, то все, ГГ. Да, все так. Прокнет кунг-фу, это ГГ. Одни скилловики. Клевер в панду не хватает. На самом деле панда лютая. С мантией 4-го тира, но ему бы вместо этой мантии бы найти перчатку 4-го тира, потому что у него на хитреце в 3 звезды не хватает урона, как будто. Он же магией все равно убивает. На. Но я надеюсь, ДК 3 звезд выиграет. Я прям хочу, чтобы ДК 3 звезд выиграл. А я вот не умею играть в эту игру. Уже 5 лет не могу апнуть короля. Так играй на 3 сборках. Разбирайся в игре. И будет тебе счастье. Серьезно. Выбери себе 3 сборки, играй на 3 сборках, изучай предметы, изучай все. И кайфуй. Да. Такой ДК разрывает. Ну вот, 9 воинов, 9 охотников, 9 убийц. Самые простые. 6 зверей через зоопарк еще. Тоже изи игра. Полные духи. Ну, в принципе, может быть, полные духи ему и помогут, кстати. Нашел недавно эту игру, скачал. А у меня, оказывается, аккаунт со 2-го сезона. Так ты, получается, не старичок. Получается, врешь. О, походу, это конечная. Все. Наигрались. А не наигрались. У него 9 хп. Убери кольцо на панде, ты ДК ману даешь. Is someone afraid of the dark? Уклон работает на навыки или кунг-фу? На кунг-фу нет, на навыки нет. Только от тычек. Плащ дракона надо в энигму закинуть. Может прокнуть. Кстати, да. Мантию короля надо закинуть в какого-нибудь духа. В энигму, либо духа огня. Лучше в энигму, конечно. Разве ДК так чистым уроном бьет? ДК, короче,
Я делал обзор на патч и говорил, что у ДК теперь есть 3 типа урона. Когда он перевоплощается в свою форму, его сплэш урон бьет чистым уроном. Во второй форме, соответственно, там появляется у тебя обычный физический урон с тычки. У тебя есть массовая тычка, она наносит чистым уроном. То есть первые 2 формы. А третья форма дает еще магический урон. Но так как у него перчатка 4-го тира, то он бьет полностью чистым уроном. Что обычные тычки, что так. Марк в 100, в 100 монет сидит и думает такой, чё мне собрать еще такого там? Криты. Драконий рог, щит 5-го тира. Но на самом деле ему бы на ДК маску 5-го тира было бы найти. Я что-то пропустил момент, как он выбирал предметы. Напиши Марку про плащ. Какому Марку? Не у Марка, а у буквы Ю. Он в аниму засунул уже, вот, перекинул. Ай-яй-яй, а походу это конечная. Сейчас ваншот сработает. Ай-яй-яй-яй-яй. А не! Вот это игра, вот это я понимаю. Марк, тебе надо поменять расстановку. Из-за того, что ДК из угла уходит, тебе трудно становится. Игра, конечно, вообще лютая. Может, ты ДК отдашь... Отдай... Убери Майлшторм, отдай ему лук. На 2 клетки дальше будет стрелять. Ему нельзя из угла уходить. У тебя же есть Мьёльнир 5-го тира. Отдай лук. Все. Он будет сейчас сидеть в углу, а тролля наперед чуть поставь и в бок, чтобы хитрец просто не прыгал, не триггерил тебя. Не, это последнее. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Игра, конечно, вообще лютая. Но самая суть в том, что сейчас, если прокнет кунг-фу у буквы Ю, то все, это будет финита ля комедия. 6 духов поставил. Go ничью. Но у Марка преимущество в том, что у него есть бессмертие. Это вообще топ. Прикиньте, он почти тролля собрал. А зачем криты? Ну, может, не повезло ему, упали криты. Может, он искал бессмертие, а ему упало криты. Вообще, был посох 3-го тира в какой-то момент. Было бы сильно, но... Все, ваншоты прокают, смотрите. Ваншоты прокают. Ай-яй-яй-яй-яй! Нет! Ай-яй-яй! Вот это да! Что там, кунг-фу понерфили? Ребята. Какая обидная игра. Но в суть вот этой вот игры, то что рандом был сегодня на стороне буквы Ю, и он просто его ваншотнул с энергией кунг-фу. Просто, ну это просто обида лютая. Ай-яй-яй. Да, катка, конечно, зверская. Ну вот просто синергия кунг-фу сработала. Просто. Очень обидная игра, но Марку респект, он с самого дна вытащил эту игру. Красота. Очень красивая игра, прям очень. Мне очень она понравилась. Так что, ребят, не забудьте тыкнуть лайк напоследок под этот стрим. И всем огромное спасибо за этот стрим, за эти катки, они были лютые. Крутая игра, очень крутая игра. Все, кто не подписан на Телеграм, то подписывайтесь на Телеграм, потому что я там буду писать по поводу стримов. Там плюс чат комьюнити есть. Так что всем спасибо и до новых встреч. Пока-пока.